После выпуска о самых мощных трехцилиндровых мотоциклах мне стало интересно, а кто же из двухколесных рекордсмен по мощности с одноцилиндровым двигателем. Представляю вам 5 самых мощных одностволок на сегодняшний день. И как ни странно, львиную долю в топе заняли мотоциклы КТМ. И начнем мы с флагманского кроссового мотоцикла австрийской компании, модели 450 SXF, который является действующим рекордсменом в классе по мощности. Четырехтактная одноцилиндровая силовая установка объемом 449 кубических сантиметров выдает 63 лошадиные силы максимальной мощности, что на 10 лошадиных сил больше, чем у большинства конкурентов. Также двигатель не только самый мощный в классе, но и самый легкий, что вкупе с другими облегченными компонентами делает и байк самым легким в своем классе. С полностью заправленным 7-литровым баком КТМ 450 SXF весит чуть больше 105 кг. На четвертом месте опять КТМ, который является прародителем предыдущего мотоцикла. Это модель КТМ 500 MX, которая также являлась лидером по мощности в открытом классе конца 80-х, начала 90-х годов. Мотоцикл оснащается легким двухтактным двигателем с жидкостным охлаждением, который также имеет цилиндр с никосиловым покрытием. Силовая установка объемом 498 кубических сантиметров весила, включая систему охлаждения собственного производства и жидкость, всего 25 килограмм, что на 9 килограмм меньше, чем старый воздушник на предшественнике MX495. Двигатель выдает 65 лошадиных сил максимальной мощности на 6000 оборотов в минуту и 80 ньютон-метров крутящего момента на 2000. Мотор был взрывным с низов и до середины, прежде чем начинал слегка сужаться на максимальных оборотах. КТМ 500 MX считался не только самым мощным в классе, но и самым быстрым. На третьем месте снова австриец, но на этот раз Naked KTM 690 Duke R. Мотоцикл оснащается одноцилиндровым 693-кубовым двигателем с индексом LC4, который выдает 73 лошадиные силы максимальной мощности на 8000 оборотов в минуту и 74 ньютон-метра крутящего момента на 5000. Благодаря двум балансированным валам у него практически полностью отсутствует вибрация, присущая одностволкам. При этом весит КТМ 690 Duke всего 150 кг, то есть меньше подавляющего большинства всех 600-кубовых байков. Максимальную скорость в почти 200 км в час он развивает уверенно, разгоняясь с 0 до сотни менее чем за 4 секунды. Правда, из-за отсутствия ветрозащиты встречный ветер начинает пытаться сдуть пилота уже после 120-130 км в час. На втором месте швед Husqvarna 701 Supermoto, который имеет одноцилиндровый двигатель объемом 693 кубических сантиметра с одним верхним распредвалом и жидкостным охлаждением. Он спроектирован с использованием последних разработок в двигателестроении и электронике. Максимальная мощность силовой установки 74 лошадиные силы при 8000 оборотов в минуту, а крутящий момент 73,5 ньютон-метра на 6500, который в сочетании с минимальным весом делают этот мотор настоящим шедевром.
Лидером топа является мотоцикл с самым маленьким двигателем из всех представленных – Ducati Super Mono. В 1993 году компания Ducati сделала довольно храбрый шаг в сторону от своих традиционных двигателей типа L-Twin. Тогда они выпустили радикальный высокотехнологичный спортбайк с одноцилиндровым мотором. Мотоцикл Ducati Super Mono оснащался четырехтактным двигателем Desmo, 4 клапана, инжектор, жидкостное охлаждение 549 кубических сантиметров. Мотор развивает мощность 75 лошадиных сил при 10 тысячах оборотов в минуту и 50 ньютон-метров крутящего момента на 8 тысячах. В то же время мотоцикл весит со всеми жидкостями всего 125 кг. Благодаря неплохому соотношению мощность-масса, мотоцикл Ducati Super Mono способен разгоняться до 225 км в час. В отличие от большинства одноцилиндровых двигателей, Super Mono был оснащен противовесом, что придавало ему свойства V-твина, а не одноцилиндрового мотора. Результатом этого было то, что у Super Mono практически нет вибраций на высоких оборотах. Всего было выпущено 67 таких мотоциклов.